Воины прошлого объединились против древнего зла, чтобы вместе его победить и замуровать, но, к несчастью, в современности оно начинает пробуждаться. Что же там, Билли Джин из кувшина или нечто страшнее? Хотя, казалось бы, куда еще. Всем здорово! Прежде чем перейти к полноценному 12-му сезону Доктора Кто, решил сделать отдельное видео по новогоднему спецвыпуску, вышедшему перед ним. Таким образом и канал будет меньше простаивать, и я потом смогу сфокусироваться на самом сезоне, не занимая хронометраж и так потенциально долгого ролика. На связи Лайтер и... Да просто поехали! Давным-давно на землях Британии, в современности более известной как «Да где выход отсюда, твою мать?», когда на полях битвы еще шли сражения, некогда бывшим сторонам вражды пришлось однажды объединиться против одной невозможной угрозы. Настолько внезапно появившийся оппонент был подобен диким кошмарам, и воинам удалось победить. Ранее враждующие стороны разделили оппонента на 3 части, каждую из которых похоронили на разных частях света и поклялись всегда охранять. Один спрятал кусок на острове Анута в Тихом океане, второй в Сибири нашей необъятной, третий же пытался найти место в Йоркшире в Англии, но был подстрелен по пути разбойниками, не знавшими о ситуации. И кто же из остальных двух мог об этом знать? Они веками охраняли свои части, передавая пост следующим поколениям, даже не думая, что в этом тупо нет смысла, ведь третий кусок не защищен. Из-за этого в 21 веке остатки воина находят археологи и случайно пробуждают то нечто, из-за чего и другие его части начинают подавать признаки жизни. А затем и вовсе телепортируются друг в друга, соединяясь в прежнее существо. Бля, это ж Доктор Кто, я уже и забыл. 13-й Доктор и ее шайка обнаруживают на Тардис сигнал внеземной активности и перемещаются к археологам. Мич и его подружка Лин вообще бизнес свой имеют, а археологией так, как хобби занимаются. В этих немного затопленных катакомбах Лин недавно нашла гребаного осьминога на стене, но к приходу Доктора от него лишь осталась слизь. Яс нахрен выгоняет Митча и Лин, из-за чего им приходится с отчаянием уйти по домам и войти в состояние ахуя. Здесь оказывается, что все это время осьминог прятался на спине под курткой Лин и, видимо, угрожал, чтобы она молчала, ведь говорить явно умеет. Существо запрещает его снимать, потому что съемка здесь запрещена, и нарекает себя пилотом ее тела. Оно понемногу уходит ему под контроль. Ну а Доктор берет слизь на анализ, и на Тардис команда перемещается в дом Грэма, куда в удачное время заявляется он. Отец Райана, Аарон. Человек, который бросил его, который даже не пришел на похороны его бабушки, своей матери, теперь под Новый год решает попробовать исправить отношения с сыном и выйти с Райаном погулять наедине, перед этим получая атаку от Грэма, заявляющего, что нахрен просто так ему истинным членом семьи не стать. Be gentle. He's been through a lot. I know. No. Нормально поговорить у них, как же вы догадались, не выходит. На вполне обоснованные претензии Райана по поводу того, что тут спрятался, когда мать Райана умерла, то есть когда был нужен больше всего, Аарон сначала говорит «ты как с батей разговариваешь», а затем понимает, что стоит бы хоть как-то пробиться к сыну и объясняет, что да, действительно, натворил много хрени, которая скапливалась и скапливалась. Отчаяние из-за ее наличия росло, и по итогу эту кучу уже, кажется, просто невозможно исправить. Не остается выбора, кроме как закрыться. Умерла жена, ушел ото всех. Умерла мать и Грейс, все это время вместо Аарона воспитывавшая Райана, спрятался еще глубже. Да, это жалкий, но это все же один из механизмов совладания с проблемой – побег. На похороны не пришел, ну так ведь так легче думать, что на самом деле Грейс жива.
Грэм тем же занимался, сбегал с доктором в удивительные миры, просто в отличие от Аарона смог остаться человеком, пытающимся помочь окружающим. Однако, если бы не то зазеркалье, возможно бы также бы сбежал от внука в эти приключения с головой. И все же, видимо, Аарон нашел в себе силы попытаться исправиться, раз уж заявился к Райану. Может быть, еще есть время все изменить. Когда застреваешь в пучине говна, его количество попросту забирает у тебя все больше и больше уверенности в себе, а соответственно и силы, волю что-то делать. Кажется, будто окружающие люди уже до конца разочаровались в тебе, и это тоже глубже закапывает. Никто не поможет, уверенности не остается. Однако оказывается, что мать Аарона, Грейс, все это время хранила его вещи, берегла и всегда говорила Грэму, что гордится тем, что на своем веку родила и вырастила полноценного человека, какие бы сомнительные решения он не принимал. Это добавляет Аарону уверенности. Ну а еще он с кайфом таскает с собой микроволновку с духовкой, чтобы кому-нибудь продать. Я опять забыл, что это доктор кто. Доктор завершает анализ слизи и устанавливает сущность врага, понимая, что дело плохо. Райан подключается к ним, сбежав от отца. Кальмар не просто с помощью лин просматривает всю информацию о современном мире через интернет и узнает, что с его тентаклями он может по жизни вообще чилить, снимаясь в порно, но и заставляет ее гнать по встречке на бешеной скорости, при этом ему все не хватает, и он, будто Эрен Йегер, все приговаривает Лин на ухо «быстрее». Возможно, по такому же принципу работают самокатчики на улицах. Врага не остановит никто, он убьет всех на пути к своей неизвестной цели, полицию, Даню Милохина на охраннике, и у него хватит на то способностей, все же это представитель мутантов, выведенных специально для резни. Войны прошлого сломали его полностью, теперь его цель обратно восстановить себя полностью. По различным секретным базам данных и архивам полиции, ОНО один за одним находит завалявшиеся части своей оболочки и просто подходящий металлолом. Доктор выслеживает и подбирает Митча по номеру Лин в его телефоне Тардис и на нее саму выходит, обнаруживая, что враг уже покинул пилотирование ее тела. Это значит лишь одно – он собрал себе оболочку. По сути, доктор имеет с этой расой личные счеты, потому отправляется искать кальмара в одиночку. Эта раса является генно-модифицированным вариантом представителей одной планеты, где шла вечная война. Это жижа – вид мутантов, ранее походивших на человека, но в результате серии модификаций превратившихся в противное существо, из которого удалены понятия любой эмоции, кроме самой разрушительной – ненависти ко всем, кто не из их расы. Потому главная цель врага – уничтожение всех. Настоящие космические нацисты, в качестве оружия которым выдали металлическую оболочку, именно благодаря ней они более известны нам как Далеки. За все время их развития среди далеков появились различные особые группировки, как, например, культ Скара, созданный для того, чтобы не просто убивать всех, а придумывать для этого изобретательные методы, думать вне коробки, собирать там различными способами армию, вспоминать третий сезон. Но еще одной группировкой являлись разведчики, которые обладали еще большими способностями, например, управление чужим телом. Они были первые, кто вышли за пределы родной планеты, чтобы искать следующих жертв своих геноцидов. Один разведчик попал на Землю. Против него-то в 9 веке и пришлось враждующим сторонам войны объединиться и разделить его. И если бы он оставался закопанным, все бы было хорошо, но последний хранитель куска не успел закопать черта, а затем воздействие ультрафиолета, под которое археологи помещают любые находки, активировало его. С помощью ультрафиолета разведчик может восстановиться обратно. Результат? Поезд сделал бум. Далек выстроил себя из говна и палок и, по сути, теперь является представителем обновленного дизайна и новой версии врагов.
Ведро совершает неудачную попытку убить доктора, из психа позорно улетает. Офать всю землю к чертям. Помощи ждать неоткуда. Организация противодействия внеземным угрозам юнит по каким-то причинам остановила свою деятельность из-за прикрытия финансирования. Другие вооруженные силы никакого отпора дать не могут даже с танком, потому доктор собирает всех обратно, в том числе и Аарона с его духовкой, и идет спасать планету. И кто бы мог подумать, этот придурок собрал свое тело из металлического мусора. Аарон предлагает гениальную идею использовать свою духовку. Катушки, трансформаторы, все по смешной цене. Эти элементы способны по-взрывному работать с металлом. Под эгидой лазера в команде удается установить на оболочку врага части духовки и включить цепь, в результате чего металл раскаляется. Правда, Далек не сдается. Пока никто не замечает, он берет под контроль Аарона и грозится убить его, если доктор не подчинится и не доставит его к какому-нибудь флоту Далеков. Каким бы он ни был человеком, доктор не может допустить жертв, потому они вместе с Далеком перемещаются на Тардис в открытый космос. Дверь открывается, а там... Армяне уже до такой степени доигрались в Нарде, что, сука, основалась взрывающаяся звезда. Она начинает высасывать Далека, но вместе с ним и Аарона. А сам подконтрольный никак и не пытается сопротивляться. Если Лин там еще где-то забирала управление на мгновение, Аарон — это тот, кому попросту не за что цепляться в жизни. Впрочем, Райан решает разрушить его планы. Да, он сбежал от всех и закрылся, но он попытался вернуться и действительно помог со своей духовкой, потому сын говорит, что прощает отца. У Аарона появляется сдерживающий фактор в этом мире. Ему удается перехватить контроль руки и взяться за Райана, в результате чего отец остается в Тардис, а Далек улетает в суперновую. Таким образом, не только в 9 веке был создан, казалось, невозможный альянс для победы над страшным врагом, но и сегодня, в этот день, произошло то же самое. Ну, в целом, мне серия понравилась. Ничего мозговыносящего Далек как-то легко слить, но, по крайней мере, это было интересно смотреть, да и примирение Райана со своим отцом тоже мне зашло. Что же касается происходящего далее, то следующие путешествия с прежней командой приведут доктора к раскрытию тайны своего прошлого, зарытой в его же голове, о которой он и не подозревал, и, возможно, лучше бы и не знал об этом дальше. Не забудьте оценить этот ролик любым доступным способом и написать, что думаете по поводу эпизода. Также присоединяйтесь к подписчикам на Бусти, чтобы получать ранний доступ к видео. Ссылки в описании.